Школа мамочкиного канала. Рубрика на мамочкином канале. При вязании квадратной кокетки мы делим ее на части. Иногда предлагается делить на 3 части, иногда на 4, иногда вообще на 10. В этом видео мы поговорим о том, насколько же все-таки делить и в каком случае. У меня на канале есть мастер-класс подробный в 3 частях, как вязать квадратную кокетку. Я очень рекомендую его посмотреть тем, кто только начинает знакомиться с квадратной кокеткой. В этом мастер-классе затронуты очень важные аспекты вязания квадратной кокетки, и просмотрев его, можно понять суть вязания кокетки. А после того мастер-класса я предлагаю посмотреть тот, который я сейчас записываю. Ссылочку на начальный мастер-класс с объяснениями вязания квадратной кокетки я оставлю под этим роликом в описании на YouTube. И еще в правом верхнем уголочке появится подсказка, нажав на которую тоже можно перейти на этот мастер-класс. Итак, квадратная кокетка. Если характеризовать отличие этих двух кокеток, то эту кокетку мы 100% можем назвать квадратной, а эту кокетку, в принципе, должны назвать прямоугольной. Но поскольку различают круглые и квадратные кокетки, то это все называется среди вязальщиц квадратными кокетками. Но для того, чтобы связать вот такую или такую квадратную кокетку, нужно разный расчет использовать. То есть этот расчет похож, но немного отличается. Например, возьмем сначала вот такой вот первый вариант. Это будет второй. Когда мы начинаем вязать изделие на квадратной кокетке, мы должны набрать цепочку из воздушных петель, которая нас устраивает по горловине. Здесь мы можем прикинуть по футболочке, например, какой-то, или просто приложить к себе вот эту цепочку, понимая, что квадратная кокетка свяжется у нас в итоге такими углами спереди и сзади, и определить начальный размер вот этой вот цепочки. Например, мы возьмем, что это получилось у нас, например, 104 петли. Это я так просто для простоты расчета. Понятно, что если у нас не будет вот этого разрезика, то у нас вот это вот количество петель должно быть такое, чтобы у нас прошла сквозь него голова. То есть длина этой цепочки должна быть равна как минимум обхвату головы. Для свободы можно добавить там 1-2 сантиметра, кто как хочет. Итак, мы определили, что примерно вот мы хотим такое количество петель набрать. Мы вычитаем петли, которые у нас будут приходиться на регланные линии. На каждой кокетке, если мы посмотрим схемы, то свое количество петель нужно вычесть для точек реглана. Иногда это по 1 петле, иногда по 5 петель, если у нас регланные линии, например, по веера. Вот, например, вы видите на экране вот такую вот предложенную схему квадратной кокетки, и здесь мы можем видеть, что вот такой вот узор, который я сейчас обвожу, он провязывается над вот этой 1 петле в уголочке, а дальше все петли уже заняты своим узором. И с каждой стороны, получается, в каждом уголочке, это у нас вот такой вот узор. То есть 1 петля выделяется на каждый угол. Возьмем другую схему кокетки. Вот, например. Здесь мы тоже видим, что столбики вяжутся над петельками, все петельки заняты, и над угловой 1 петелькой вяжется вот такой вот узор. Тоже, то есть по 1 петельке выделяется на каждую линию реглана. Если мы возьмем вот эту схему, то здесь получается вот тут по одному столбику вяжется над петельками, а вот над этой петелькой 2 столбика, потом 2 воздушные, и над этой петелькой тоже 2 столбика. То есть на каждую линию реглана нам надо выделить по 2 петельки, чтобы над ними в уголочке связать вот этот вот узор уголка. Всего 8 нам надо оставить на 4 линии реглана. То есть в зависимости от узора на регланных линиях мы выделяем определенное количество петель на регланные линии. Например, я возьму для простоты расчета, что у меня простая кокетка по 1 петельке на каждую линию реглана, то есть всего 4 петельки выделяется. Минус 4
получается 100. И потом вот это количество мы начинаем делить. Для первого способа делим на 3, для второго способа делим на 4. Потом я покажу еще третий способ у нас будет. Когда мы делим на 3, то есть оставшееся количество петель мы делим на 3. Вот у нас получается, например, 33 и 3 в среднем. Теперь на переднюю часть и на спинку у нас выделяются по вот такой вот части. 33, 33. А на рукава у нас вот это число 33 делится на 2. На 2 рукавчика получается. И примерно это 16 с половиной. То есть 16 петель. 16, 16. Здесь еще количество петель мы, конечно, подгоняем под узор. Иногда это должно быть обязательно четное или обязательно нечетное, или делиться на какое-то определенное число, если у нас какой-то узор на сложных кокетках. Но сейчас мы по простому варианту рассматриваем. Вот таким образом тогда распределяются наши петельки. Надо просуммировать все эти числа и поймем тогда, сколько петель в итоге нам надо набирать. Может, это 100 число откорректируется, потому что у нас везде здесь неровные числа. Получается у нас 98 здесь, например, петель. Если мы все-таки хотим к 100 приблизить, то тогда можно добавить где-то количество петелек. Или по 17 взять здесь и здесь. По 17, например. Ну или добавить здесь или здесь, чтобы вышло ровно 100. Ну тогда мы действительно наберем 104 петли и тогда поделим вот так вот, таким образом нашу кокетку. Если же нам нужно сделать разрезик, то на месте разреза, например, на спинке, у нас должно быть четное число, чтобы оно поделилось пополам. Поэтому мы должны будем здесь взять или 32, или 34. Выбирать уже как нам удобно, и тогда, чтобы поделилось на каждую половинку спинки. И опять же просуммировать, возможно, будет не 100. Это самый классический способ, когда делят на 3. При таком способе иногда бывают такие проблемы, что кто-то пишет, что горловину немного давит спереди. То есть хотелось бы поглубже сделать вот эту вот горловинку. Иногда, когда люди уже свяжут эту кокетку и дойдут до соединения, получается, что еще по высоте кокетку хотелось бы связать, что здесь для руки пока мало расстояния, но уже в ширину вот это расстояние больше, чем обхват груди, намного, что уже здесь прибавок вязать не хочется. Каждая регланная линия нам, если мы продолжаем вязать, добавляет еще петли, то есть расширяет наше полотно, а расширять уже не хочется. Приходится тогда перевязывать, пересчитывать тут кокетку, подгонять ее, чтобы вот здесь вот все-таки не было так широко. Как обойти этот вариант, я объясню вот здесь, на третьем этапе. Вторая кокетка – это вот такая квадратная кокетка с прямыми такими плечами и с более глубоким вырезом. Эту кокетку чаще всего используют, когда хотят связать платьишко по типу сарафана, у которого может быть такие широкие, такие здесь бретели, и потом продолжают вязать сарафан. Этот, когда используют платьишки такие более закрытые. И эту кокетку используют еще тогда, когда нам нужно будет довязывать рукава, то есть в кофтах. Итак, вот этот вариант. Этот вариант считается так. Точно так же мы вычитаем количество петель, которые нам нужно на точке реглана. Вот остается у нас, например, 100. Потом мы для такой кокетки делим на 4 части. Получается 25. И на каждую сторону кокетки у нас берется ровное количество. Ну и плюс 4 точечки реглана. Да? То есть наши 104 петли поделятся как 25 на каждую сторону и по 4 на точке реглана. И тогда получается, что у нас вырез будет вот такой вот глубокий, и плечи пойдут вот так вот ровно. И мы свяжем вот такую кокетку, потом будем ее продолжать, дальше вязать. Но есть еще третий вариант, который я использую сейчас довольно часто.
Это разновидность вот этого варианта, но с небольшими изменениями, чтобы кокетка села на тело человека лучше, чтобы не так давило, может быть, горлышко, чтобы эта ширина не была такой широкой, когда мы довяжем кокетку. Третий вариант, он выглядит точно так же, такими покатыми плечами, выглядит точно так же, но мы используем здесь деление на 10. Если здесь у нас деление на 3 части, то здесь деление на 10. Третий вариант. То есть у нас тоже есть наши 104 пускай петли, мы вычитаем 4 петли на линии реглана, и теперь оставшееся количество мы делим на 10. Получается в нашем случае здесь 10. И потом берем 2 части этих 10, то есть 20 петель на рукава и 3 части на полочку и спинку. То есть распределяем таким образом: на рукава по 20, на полочку и спинку по 30. Ну и еще 4 точечки реглана. И как вы видите, получается, здесь на рукавчиках будет среднее количество петель между вот этим первым вариантом и вторым. 16, 25, здесь посередине 20. То есть это такой усредненный вариант. Получится более глубокая вот эта горловинка, но не столько много петель изначально возьмется на полочку и спинку, то есть расширение вот здесь пойдет не такое широкое, как в этом случае. И скорее всего, когда вы свяжете уже высоту кокетки, то и ширина вас устроит при делении на 10. Здесь опять же, если получилось нечетное число, а нам нужно делить это на 2, тогда подгоняем под четное, делим на 2. И когда мы все уже распределили, то суммируем все наши числа и уже корректируем вот эти вот начальные плюс-минус 1-2 петли тут может быть. Я надеюсь, что эта информация поможет вам в вязании квадратной кокетки и самое главное в понимании процесса расчета. Если остаются какие-то вопросы еще про квадратную кокетку, то задавайте в комментариях, я отвечу или в комментарии, или сделаю отдельное видео. Спасибо за внимание, оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока!